Овны, приветствую вас на моем канале. Это ваш астрологический прогноз на 2026 год. В этом прогнозе я пройдусь от января по декабрь 2026 года и на каждый месяц расскажу вам самые важные астрологические события, которые вас ждут. Хочу прояснить важный момент. Если вы хотите знать 100%, что у вас будет происходить в следующем году, чтобы правильно у вас проигрывались прогнозы, вы должны смотреть сначала по асценденту, потом уже по солнечному знаку, то есть по знаку зодиака, который вы знаете. Если вы не знаете свой асцендент, я в комментариях бесплатно для вас его рассчитаю. Просто напишите мне дату, время и место рождения. Если вы родились в каком-то маленьком поселке, пишите город рядом с вами, ближайший. Прошу у вас поддержки, так как это мой первый прогноз годовой, и я начала вести YouTube в прошлом году, и еще прогнозы на год я не записывала. Я прошлась, конечно же, по YouTube-каналам, которые записывают астрологи и прогнозы на 2026 год, послушала, почитала ваши комментарии, поняла, что слишком много воды для вас, вам нужно больше конкретики информации, и, конечно же, вы это все можете найти у меня в прогнозе. И для себя даже выявила, что некоторые астрологи начали меня копировать. Если до того, как я начала вести канал в прошлом году, никто даже на сообщения не отвечал в комментариях в YouTube, то сейчас все начали рассчитывать асцендент в комментариях у себя. Но это очень приятно, что со мной повторяют. Итак, почему же 2026 год, Овны, для вас судьбоносный? Вы будете в центре внимания, включается ваш первый дом гороскопа максимально. Сатурн и Нептун переходят в ваш знак Овны, и это значит, что меняетесь вы сами, ваш характер, ваше поведение, ваши цели, вообще ваша жизнь, то, как вы выглядите, как вы себя чувствуете, как вы вообще себя проявляете и заявляете о себе миру. Сидеть тихо и жить как раньше уже не получится. Жизнь будет подталкивать вас к тому, чтобы вы вышли из тени, взяли на себя ответственность и начали действовать по-новому. И у многих из вас, Овны, начнется полная смена курса, смена работы, статуса, страны, образа жизни. По сути, рождаетесь новые вы. Уран переходит в ваш третий дом гороскопа и не даст вам заскучать. Он будет менять ваши привычные дороги, ваше общение, работу с информацией, новые навыки, новые курсы, обучение, смена формата работы, какие-то новые документы, переезды внутри страны, города, смена круга общения, может быть, какие-то важные события в жизни ваших родственников, братьев, сестер. У кого-то из вас может быть такое, что вы поменяете транспорт. К примеру, ездили вы на машине все время, решите перейти на мотоцикл. Больше командировок будет, больше поездок у вас. Уран не даст вам сидеть на месте, поверьте, Овны. И у кого-то из вас будет очень резкая смена работы в сфере общения, интернета, продаж, соцсетей. Все, что связано с контактами, дорогами, бумагами, коммуникацией, все это будет обновляться очень активно. Для вашего удобства я оставлю тайм-коды в закрепленном комментарии или в описании под этим видео, чтобы вы в течение года могли открывать и смотреть, как проигрываются события. Юпитер меняет знак в 2026 году и переходит в ваш пятый дом гороскопа. Пятый дом отвечает за радости жизни. Он включает тему любви, детей, творчества, личной самореализации. У многих из вас этот год может принести вам новость о беременности, рождении ребенка, начало новых ярких отношений, выход на публику, на сцену, запуск личного бренда, канала, творческого проекта, может быть даже популярность. Вы будете больше привлекать внимание, проявляться, и жизнь в прямом смысле станет ярче. В 2026 году меняется ось кармических узлов и переходит в пятый и 11 дом гороскопа. Этот год будет кармическим по вашему окружению. Будут меняться люди возле вас, ваш круг друзей, коллег, единомышленников. Старые друзья могут уходить, общение с какими-то людьми будет прекращаться постепенно. Вы можете уйти из прежнего коллектива, сменить команду, перейти в другую группу, компанию, сферу, выйти в новую аудиторию. Появятся новые люди, с которыми вы будете делать какие-то совместные проекты, бизнес, которые будут частью вашего будущего. Будут меняться еще и ваши планы, мечты, цели. То, о чем вы мечтали раньше, перестанет быть актуальным, появятся новые цели, новая картинка вашего будущего. Это про не просто там духовные какие-то ощущения где-то внутри, это конкретные реальные события, которые включатся уже с лета 2026 года. Может быть увольнение, переход в другой отдел, смена работы, смена круга общения, новые компании, новые проекты, новые общие дела. Хотите вы этого или нет, год не получится прожить тихо. Если вы будете двигаться навстречу переменам, развиваться, учиться новому, отпускать то, что уже не работает, то события будут идти легче, как попутный ветер. Если вы будете цепляться за старое, отказываться меняться, тогда те же самые планеты будут менять вашу жизнь через кризисы. Если вдруг что-то я не успею проговорить в этом прогнозе на год, не переживайте, потому что я делаю гороскопы на каждый месяц отдельно для всех знаков зодиака, и там уже более подробно все события по датам и домам. Для тех, кто впервые на моем канале, я делаю астрологические прогнозы в PDF-формате. Натальная карта, прогноз на год и марокканский второй расклад. Пишите мне в Телеграм, Инстаграм, либо на электронную почту
Я оставлю все ссылки в описании под этим видео, либо в описании канала есть прямые ссылки, можете переходить. Уточняйте, пожалуйста, информацию. На экране цены, которые актуальны с января 2026 года, но в течение года они могут меняться, так как очень много уходит энергии, вас становится больше. Пока что цены символические, но аудитория растет, цены я буду поднимать. Успевайте заказать по этим ценам. На экране я оставила только основные прогнозы. Если вы хотите только одну сферу жизни разобрать, посмотреть, какой период у вас сейчас в жизни, кто управляет этим периодом, какие перемены могут быть по аспектам, пишите мне в личные сообщения, читайте дополнительную информацию в описании канала. Всегда ее буду обновлять. Итак, Овны, в январе происходит полнолуние в знаке Рак в вашем 4-м доме гороскопа. В начале месяца могут решаться вопросы семьи, места жительства. У многих из вас плывут темы переезда, аренды, продажи, покупки жилья, смены страны, района, города, оформление ВНЖ, ПМЖ, регистрации. Может закончиться какая-то долгая бытовая история, конфликт в семье, ситуация с родителями, с мамой, вопрос с кем, кто живет, где. Январь даст вам итог по дому и покажет, где вам уже тесно и что пора менять в быту и в отношениях с близкими. Для кого-то из вас может проиграться как окончательное решение по разводу, может проиграться как брак, заключение брака, получение свидетельства о браке. Возможно, вы съедетесь, начнете жить вместе с девушкой, с парнем, либо съедете от родителей, либо ваши дети от вас съедут. Что-то в теме семьи, дома, места жительства у вас прояснится в январе. И еще одно главное событие января. 26 января 2026 года Нептун переходит в ваш знак Овны, ваш первый дом гороскопа, и будет там до 23 марта 2039 года. На 14 лет меняется эпоха. Нептун связан с духовным, с верой, с идеалами, с религиями, гуманностью, с сочувствием, но также с иллюзиями и состоянием жертвы. В прошлый раз Нептун шел по знаку Овен с 1861 по 1875 годы, и мир проживал гражданскую войну в США, отмену рабства, отмену крепостного права, первые серьезные реформы в медицине, появление Красного Креста, развитие идей прав женщин, защиты трудящихся. То есть под Нептуном в Овне мир начнет выходить из рабства и жертвенности и идти к свободе, к правам и к человеческому отношению. Для нашего мира это будут годы, когда мы будем менять отношение к религиям, к идеологиям. Могут у нас подать какие-то розовые очки, будут скрываться тайны, что-то, что скрывали от людей, от народа. Будут меняться лидеры, подход к власти. Люди будут меньше терпеть роль жертвы и больше задавать вопрос, кому я верю и почему. Для вас лично Нептун в первом доме гороскопа намекает, что нельзя жить дальше в старом образе. Начинается длительный период, когда вы будете меняться. У вас усилится интуиция, тяга к творчеству, к теме помощи, психологии, духовности, эзотерики, к делам, где важны смысл и вдохновение. Нептун будет поддерживать вас, когда вы идете к своим настоящим идеалам и мягко будет убирать из жизни то, что держится только на самообмане. Вы начнете яснее чувствовать свой путь. Многие из вас потянутся к творчеству, к помощи людям, духовным практикам, медитациям, служению, искусству. Это время, когда вы можете открывать в себе новые способности и понять, чем хотите заниматься по зову души. Важно идти туда, где есть вдохновение и смысл, и не соглашаться на роли жертвы и спасателя. В минусе Нептун в вашем первом доме гороскопа может тянуть вас в зависимость, алкоголь, в мечты вместо действий, в зависимость от отношений, фантазии какие-то, странные связи. Поэтому важно не уходить от реальности и проверять все по несколько раз, проверять людей и не доверять никому на слово. Особенно осторожно относитесь к духовным учителям, каким-то новым религиям, сектам, будьте осторожны. В этот период важно особенно быть аккуратными со всеми формами ухода от реальности. Впервые Нептун вместе с Сатурном заходили в ваш первый дом гороскопа в мае 2025 года. Тогда могли быть какие-то первые звоночки. Вспомните прошлое лето, что вообще у вас происходило. Может, вы резко устали от старой работы, задумались о смене направления вообще, начали менять внешность, окружение, чувствуя, что прежняя жизнь себя исчерпала. Пишите в комментариях, что происходило с вами с мая 2025 года, что вам принес Нептун. Все, что тогда проявлялось, сейчас входит в силу и всерьез и надолго. Меняться будет ваше духовное развитие, и вместе с этим будет меняться вся ваша жизнь. Привожу вам свой личный пример. В прошлом году, когда Нептун и Сатурн впервые зашли в мой второй дом денег, в Овен, мне пришли первые деньги с YouTube-канала. Я на тот момент буквально 2-3 месяца вела YouTube-канал, и это был мой результат, да, того, что я начала. То есть это были первые звоночки. Сатурн любит систематичность, да, а Нептун дает вдохновение и творчество. Это, можно сказать, тоже творчество, когда ты создаешь видео, гороскопы, что-то вкладываешь. А Сатурн хочет
видеть, что это система. То есть не просто хобби, вдохновение, захотел — добавила, гороскоп не захотел — не добавила. Вот они дают результаты, когда вы соединяете вдохновение вместе со структурой. Для меня это были первые звоночки вот в теме финансов. Конкретно, четко это был как раз день перехода Сатурна в знак Овен, и позже перешел туда Нептун. Через пару, не помню, не сильно большая разница во времени была. Поэтому пишите вы, что в конце мая, в начале июня у вас происходило. Не знаю почему, но среди овнов у меня, в принципе, не так уж много хейта, но среди овнов большее количество. Поэтому не забывайте, что это мой первый прогноз на год. И поддержите меня в комментариях. Итак, переходим к следующему месяцу. Забыла вам сказать, в Инстаграме я выложу все отзывы про личные консультации, что люди пишут, как у них сбывается, проигрывается все. Поэтому подписывайтесь. Итак, февраль для вас, овны, один из самых судьбоносных месяцев года. Сразу хочу предупредить, не обязательно все события произойдут именно в феврале. Здесь запускаются процессы, которые будут развиваться весной, летом и следующие годы до 2028. Февраль — старт большой перестройки в вашей жизни. Начнем сначала с полнолуния. Оно произойдет в знаке Льва и высветит ваш 5-й дом гороскопа. Время, когда обострится тема любви, романтики, чувств и отношений. Если в вашей жизни есть любовные треугольники, отношения, в которых нет ясности, полнолуние может поставить в них точку. У кого-то, наоборот, появятся настоящие чувства, если вы одиноки, признание в любви, решение развивать ваши отношения. У многих из вас, овны, могут быть важные события, связанные с детьми. Это новости о беременности, это может быть какие-то новости и у ваших детей, поступление ребенка в школу, в сад, новый кружок, смена коллектива, другие значимые перемены. Если у вас взрослые дети, тогда какие-то новости от них. Если вы занимаетесь творчеством, февральское полнолуние даст вам итог. Может быть, как я уже говорила, может быть, вам придут первые деньги из соцсетей, может, ваша публикация станет популярной, у вас будет выступление, конкурс какой-то, может быть, вы получите какой-то диплом, сертификат, грамоту. Вообще полнолуние высветит и покажет, что в вашей жизни приносит вам радость, огонь, что давно перестало вдохновлять. У меня была ситуация, когда по полнолунию в 5-м доме я закрыла свой бизнес и закончила какие-то дела, связанные с ним. Так тоже может проиграться. Но, может быть, вы получите первые результаты и плоды своего личного проекта. Наконец-то вы увидите, к чему вы пришли. Но главное событие — это Сатурн. Он 14 февраля окончательно переходит в ваш знак, ваш 1-й дом гороскопа, и останется там до 13 апреля 2028 года. В мае 2025 года он уже заходил в ваш знак впервые, и тогда многие из вас получили какие-то первые намеки, где нужно взрослеть, за что брать ответственность, что нужно в себе менять в своей жизни. Вот сейчас Сатурн заходит сюда всерьез, и это период большого внутреннего роста, когда вы создаете новую версию себя. Сатурн в 1-м доме может менять абсолютно любую сферу. У меня Сатурн шел 6 лет по 1-му дому, потому что 1-й дом у меня охватывает 2 знака. Я вам даже передать не могу, какое количество перемен у меня происходило, сколько сфер оно затрагивало. Но самое главное, что он мне принес подарок на выходе из моего знака, когда он впервые вышел, это вот YouTube-канал, когда я стала развиваться, и развивать 1-й дом гороскопа, то есть проявлять себя. Что у вас может происходить в ближайшие 2,5 года? Сатурн будет касаться вашей личности. Это может быть переезд, это может эмиграция, смена страны, города. Я 6 раз сменила страну по Сатурну в 1-м доме. И я знаю, что некоторые астрологи говорят, что если вы переедете в какую-нибудь страну по Сатурну, это надолго, чуть ли не навсегда. Но неправда, я 6 раз переезжала, и, как видите, не во всех 6 странах на всю жизнь осталась. Может быть, начало серьезных отношений, брак, заключение брака. Но действительно, по Сатурну, если вы заключаете брак, то это надолго. Может быть, наоборот, развод, если отношения держались на усталости, обидах, иллюзиях. Сатурн разрушает все, что не имеет опоры, и укрепляет все, что построено на зрелости и честности, на доверии. У многих из вас, овны, может родиться ребенок в этот период, и это станет тоже точкой взросления, которая полностью поменяет ваш образ жизни. У вас появится ответственность. У кого-то поменяется профессия, может быть повышение в должности, запуск собственного дела, собственного проекта, новая роль какая-то,
обучение, которое потом приведет к вас к новой профессии. Сатурн даст вам возможность вырасти, но потребует от вас дисциплины. Нужно заботиться о здоровье, соблюдать режим, работать по графику, доводить дела до конца. Если вы начнете действовать системно, через 2,5 года вы получите результат, который изменит вашу жизнь надолго. У меня есть отдельное видео про Сатурн, я оставлю в описании под этим каналом, но я, скорее всего, запишу еще одно. Мне есть что дополнить, рассказать по собственному опыту, тем более 14 февраля Сатурн окончательно выйдет из моего первого дома. Шел очень много лет в 2 разных знаках, разные перемены он мне приносил, разные события в жизни. Честно вам признаюсь, это было нелегко, вы должны быть к этому готовы. Если вы будете дисциплинированно относиться ко всему, что вас касается, особенно к здоровью. Первый дом — это тоже здоровье, внешность, тело. Будете дисциплинированы, будете доводить все до конца. Если вы, к примеру, хотите чему-то обучаться, начать какую-то сферу, вы должны, неважно, может, это не сразу принесет результат, вы должны идти к своей цели медленно, но уверенно, потом вам Сатурн даст результат. Это не Юпитер, который может дать вам джекпот сегодня же, но также быстро, через 2 недели он может и забрать эти деньги, и вы их потратите, не поймете как. А вот Сатурн, он заставляет работать, он заставляет пахать, он заставляет вас, он проверяет, действительно ли вам это надо, а не бросите ли вы, если не увидите результата сразу через неделю. И когда он видит, что вы не бросаете, что вы делаете системно, что действительно вы вкладываетесь и стараетесь, тогда он на выходе из вашего дома первого дает вам подарок в виде прочной основы. То есть если вы начинаете какое-то личное дело, свой бизнес, если вы его не бросаете, даже несмотря на то, что разные периоды бывает не сразу приходит там много прибыли или там много подписчиков, если вы не бросаете, потом Сатурн закрепляет как фундамент и дает вам на долгие годы прочную основу и стабильный доход и репутацию. Сразу предотвращаю ваши комментарии, недовольство тем, что я очень быстро разговариваю и немедленно объясняю. Вы можете в этом видео прямо в настройках внизу в правом углу или в верхнем правом углу, не знаю, там нажимаете настройки, скорость и замедляйте мою речь, как вам удобно. Я стараюсь уместить как можно больше полезной информации. Ну, если вы хотите, можете, конечно, написать, как вам не нравится или нравится моя скорость речи, подходит ли вам. Но обычно, в принципе, овны, наоборот, ускоряют. Все овны ускоряют на x2, на x1,5 там мою речь. Дальше, 17 февраля, происходит солнечное затмение в знаке Водолей. Оно включает ваш 11-й дом гороскопа. Очень непростой у нас февраль, но я думаю, что события, наверное, скорее всего, начнут проигрываться конкретно в марте у многих из вас. Итак, 11-й дом гороскопа. Один из самых переменчивых домов, потому что через него проходят ваши планы на будущее, окружение, коллективы, люди, которые помогают вам расти, развиваться. Затмение запускает новый цикл. Может меняться ваш круг общения. Старые связи будут уходить, появятся новые люди, новые друзья, может быть, новые коллеги. Вы вступите в новый коллектив, если вы выходите на работу, к примеру, в феврале, меняете работу. Важно наблюдать, кто приходит в вашу жизнь в этот период, потому что это судьбоносные встречи. Затмение также может принести вам выход в новую аудиторию, запуск блога, проекта, изменения на работе, может быть, какие-то новые технологии на работе, новые гаджеты, возможно, начало нового направления. У вас может появится какая-то новая мечта, цель, которая изменит траекторию будущих лет. И это затмение расширяет ваше будущее и показывает, к чему вы готовы идти дальше. Кстати, у меня по 11 дому когда-то я вошла в новый коллектив, который я это осознала через несколько лет, но коллектив, который помог мне развиваться. Да, я начала видеть, как новые какие-то увлечения, новые направления, новые какие-то интернет-платформы. То есть я начала развиваться действительно в том коллективе и расширять свой кругозор. Так и у вас может произойти. А 26 февраля Меркурий разворачивается в ретроградное движение в вашем 12-м доме гороскопа. Это время паузы, восстановления, замедления. У многих из вас может проиграться как отпуск, как больничный. Организм сам может попросить у вас отдыха, может появиться желание тишины, уединения, ухода от суеты. Период, когда старые темы возвращаются, чтобы вы их завершили. У кого-то может быть просто работа над каким-то проектом, да, удаленно, необходимость доделать то, что висело. Не стоит подписывать важные документы в период ретро-меркурия, торопиться с решениями, начинать что-то новое с нуля. Лучше наблюдать, анализировать, доделывать старые дела, заботиться о здоровье, о своем внутреннем состоянии. Весна принесет вам другую динамику, сейчас важно беречь силы. Тем более важно помнить, что с 17 февраля по 3 марта будет коридор затмений. В коридоре затмений тоже не принимайте решения, потому что потом будет тяжело их изменить.
Февраль открывает для вас, Овны, год больших перемен, месяц, когда судьба начинает формировать ваш новый путь. Главное не сопротивляться переменам. Если что-то уходит, отпускайте, потому что Сатурн никогда не забирает то, что вам действительно нужно, то, что устроилось на доверии, на прочном фундаменте. Он оставляет только то, что будет работать на вас, на ваш дальнейший рост. 3 марта происходит лунное затмение в Деве в вашем 6-м доме гороскопа. Затмение закрывает коридор и подводит итоги в теме работы, здоровья, повседневного режима. Все, что тянулось давно, что вы делали через силу, что требовало внимания, выходит на поверхность и получает завершение. Может закончиться этап какой-то в работе. Может, вы уволитесь, вас переведут куда-то, поменяется начальник, условия, нагрузка, график работы. Год и наоборот закончится длительный период поиска и наконец-то появится новое место или конкретное предложение по работе. Если ваша деятельность была какой-то изматывающей, затмение может поставить точку, чтобы вы больше не разрушали себя. По здоровью многие из вас, Овны, получат результаты анализов, завершат лечение или начнут наконец-то заниматься тем, что давно откладывали. Может быть обследование, новые какие-то витамины, новая диета, новый режим, спорт, уход от вредных привычек. Если тело давно просило замедлиться, то март это вам покажет. Может меняться ваш ежедневный распорядок дня. К примеру, ваш ребенок идет в сад, в школу, вы полностью перестраиваете свой график. Может быть, вы ходите на новую работу, привыкаете к другому режиму дня. Или, наоборот, уходите с работы, начинаете жить по другому распорядку, работать на себя удаленно, в другом, более спокойном графике. Может появиться какие-то, новые обязанности по дому, новые задачи, необходимость как-то по-другому распределять свое время. Старые графики, старые привычки перестанут работать. Март четко вам покажет, что вы вышли на новый жизненный уровень. Так как затмение происходит в знаке Девы, это знак порядка, месяц, когда вы наведете порядок в своем быту, в своих делах, здоровье, на работе, даже если что-то будет происходить через какие-то резкие перемены, решения, итог всегда даст вам все равно облегчение, да? Лунное затмение заканчивает то, что себя уже изжило, то, что забирало у вас много энергии, то, что тянуло у вас силы. Поэтому не переживайте, если какой-то этап закрывается. 10 марта Юпитер в Раке разворачивается в прямое движение в вашем 4-м доме гороскопа до июня 2026 года. У многих из вас, Овны, начинается движение в сфере семьи и места жительства. Могут приходить новости по переезду, аренде, покупке, продаже недвижимости. По Юпитеру вы можете расширять свою недвижимость, жилплощадь, может расшириться ваша семья. Возможно, вы станете дядей, тетей, станете родителями. Что еще по 4-му дому может принести Юпитер? Оформление документов на ВНЖ, ПМЖ, получение каких-то подтверждающих бумаг на оформление жилья. Может быть, вы закончите ремонт наконец-то, или наоборот начнете ремонт, будете выбирать новое место для проживания, присматривать новый дом, новую квартиру для покупки или для аренды. Если что-то с 11 ноября не складывалось в теме недвижимости, то с 11 марта все это начнет продвигаться. У некоторых из вас, Овны, может быть улучшение отношений с родителями, с мамой, получение помощи, решение семейного какого-то вопроса, ощущение, что дом наконец-то становится более стабильным. И Юпитер всегда дает расширение. В марте оно касается вашей личной территории. В конце месяца Меркурий развернется в прямое движение, и после 20 марта станет легче принимать решения, можно уже подписывать документы, оформлять сделки и действовать уверенно. Уходит ощущение торможения, которое было в феврале. Вообще месяц, март, закрывает старый и подготавливает вас к активной весне. Меняется работа, режим здоровья, бытовые какие-то вопросы. Уходит все, что вы тянули за собой долгое время, то, что у вас забирало силы, и одновременно приходит движение там, где вы давно ждали ясности в вопросах семьи, дома и места жительства. В апреле происходит полнолуние в знаке Весы в вашем 7-м доме гороскопа. Затрагивает тему отношений, партнерства, договоренностей и людей, с которыми вы идете по жизни.
Полнолуние приносит итог и кульминацию. Кто-то из вас может закрыться старая история в личной жизни, завершится затянувшийся конфликт. Возможно, уже окончательно определитесь со статусом отношений. Если вы в браке или партнерстве, именно у партнера могут произойти какие-то важные перемены. Новость по работе, документам, судебным вопросам, личным процессам, которые повлияют и на вашу жизнь тоже. Если у вас были деловые какие-то договоренности или работа с клиентами у вас, то в апреле может прийти какой-то результат, завершение сделки, финал сотрудничества, переход на новый формат или выплата за сотрудничество, за какой-то проект, который вы делали для клиента. 7-й дом высвечивает людей, которые стоят напротив вас, поэтому апрель может показать, кто с вами дальше, а с кем вам не по пути. В апреле, Овны, начинается ваш сезон, Солнце переходит в ваш знак, включает ваш 1-й дом гороскопа. Это всегда обновление, и у многих из вас появится желание сменить свой образ, имидж, стиль, заявить о себе громче, переключить фокус на себя, перестать тянуть на себе чужие задачи, проявиться. В этот период очень хорошо запускать новые проекты, принимать важные решения, начинать то, что вы давно откладывали. Апрель даст вам энергию и внутренний огонь, чтобы двигаться вперед, менять свою жизнь и делать решительные шаги, которые вы раньше боялись делать. Но самое главное событие апреля — это то, что 26 апреля 2026 года Уран окончательно переходит в знак Близнецы, ваш 3-й дом гороскопа, и останется там до 21 мая 2033 года. Летом 2025 года, в июле, Уран уже заходил туда, в ваш 3-й дом гороскопа, и давал вам первые намеки. Вспомните июль, что у вас происходило. Может быть, неожиданные поездки, ссоры, примирения с братьями и сестрами, резкие перемены в окружении вашем. Может быть, были какие-то мысли о новой работе, о работе где-то, в сфере IT, удаленной работе или в соцсетях. Может, у вас были какие-то идеи насчет учебы. Возможно, вы начали заниматься своим блогом, соцсетями, новую технику приобрели. Впервые, может быть, задумались о покупке транспорта или сменили транспорт. Все эти маленькие резкие события были подготовкой к тому, что сейчас начинает происходить, когда Уран переходит в знак Близнецы на 7 лет. Теперь Уран запускает новый 7-летний цикл. В ближайшие годы у вас будет меняться то, что связано с информацией, обучением, поездками, с вашим ближайшим окружением. Будут появляться новые люди, новые знакомства, коллеги, связи, новая аудитория. Какие-то старые отношения могут внезапно уходить. К примеру, вы можете перестать общаться с какими-то родственниками, поменяются отношения с братьями, сестрами. Старые связи будут рушиться, а на их место будут приходить совершенно другие люди. Кто-то из вас, Овны, впервые сядет за руль, купит автомобиль или мотоцикл, какой-то транспорт. Возможно, вы начнете за эти 7 лет вести блог, освоите новые платформы, займетесь какой-то техникой, новыми программами, новыми инструментами, пойдете учиться, на курсы какие-то пройдете, может быть, изучите какой-то новый язык, новые навыки получите, может быть, даже курсы вождения. Вы можете резко сменить сферу деятельности, переехать в другой город, быть постоянно в движении, за рулем. Может, вы вообще устроите сферу логистики и будете работать в сфере, которая связана с автомобилями, с поездками короткими. Уран в 3-м доме — это жизнь, которая начинает очень быстро вращаться, и уже остановиться нельзя. То есть не получится просто ничего не делать и отсидеться. Уран не любит застой, и он требует движения, развития, гибкости и быть открытыми к новому и готовности постоянно обучаться чему-то. Если вы сами идете в перемены, Уран дает легкие вдохновляющие сценарии, но если вы будете сопротивляться, держаться за старое, то он эти перемены сделает резкими и неожиданными. Апрель запускает абсолютно новый этап вашего развития, месяц, когда вы почувствуете, что прежняя жизнь больше не подходит, вам нужно больше воздуха, свободы, новых знаний, новых возможностей. И чем смелее вы в этот период, тем лучше будут результаты. У меня есть отдельное видео про Уран для каждого знака отдельно, ссылку оставлю в описании под этим видео, чтобы вы могли понять, как этот цикл будет менять вашу жизнь в ближайшие 7 лет. 1 мая происходит полнолуние в знаке Скорпион в вашем 8-м доме гороскопа. Это сфера финансов, которые вы делите с кем-то. Кредиты, долги, выплаты, страховые вопросы, вопросы наследства, какие-то еще внутренние психологические процессы тоже по 8-му дому идут. Трансформации. Полнолуние завершает или проясняет ситуации, которые требовали от вас решения. У многих из вас, Овны, может быть, закроется тема кредита,
вы выплатите долг, возможно, может быть, придет какой-то финальный платеж, или наоборот возникнет необходимость рассчитаться по старым обязательствам. Может завершиться вопрос наследства, алиментов, совместных денег с партнером. Полнолуние в 8-м доме часто показывает завершение какой-то зависимости. Это может быть и финансовая зависимость от супруга, от родителей, чьей-то помощи, от каких-то выплат регулярных. У кого-то из вас завершится зависимость эмоциональная или психологическая, когда вы перестаете тянуть на себе чужие проблемы, перестаете держаться за связь, которая себя уже исчерпала. 8-й дом закрывает старые сценарии, в которых вы тратили больше, чем получали, и освобождает место для новых финансовых и личных решений. 8-й дом — это общий бюджет, может быть такое, что будут какие-то новости или перемены у мужа по финансам. Может быть, у него зарплата поднимется, или какая-то премия, или какой-то доход. То есть ваш семейный бюджет как-то будет меняться и трансформироваться в мае. 6 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение в вашем 11-м доме гороскопа и запускает внутренний пересмотр вашего окружения, друзей, социальных связей, планов на будущее, целей, проектов. Если рядом с вами были люди, которые забирают энергию, ведут себя нечестно, постепенно эти связи могут ослабнуть или закончиться. Если вы участвовали в каких-то коллективных проектах, в каких-то сообществах, май покажет вам, что стоит продолжать, а что лучше завершить уже. Плутон не действует резко, но запускает процесс трансформации, который вы будете ощущать в течение следующих месяцев. Какой-то пересмотр в коллективе, в ваших каких-то сообществах, группах, каких-то командных проектах будет что-то пересматриваться. 31 мая происходит второе полнолуние за месяц. Оно уже находится в Стрельце, в вашем 9-м доме гороскопа. Это сфера обучения, экзаменов, юридических документов, виз, эмиграции, путешествий, международных проектов и расширения горизонтов. Полнолуние может дать вам итог в теме учебы, может быть завершение обучения, получение сертификата, диплома или, наоборот, решение о новом обучении. У кого-то из вас будут новости по визе, документам, переезду, работе за границей или какие-то дела с людьми издалека, из других стран. Может появиться возможность поездки, смены страны, получения юридического разрешения, которое вы ждали. 9-й дом показывает направление, в котором ваша жизнь может расширяться в дальнейшем. В июне произойдет полнолуние в знаке Козерог 29 июня в вашем 10-м доме гороскопа. Сфера 10-го дома связана с вашим статусом, вашей работой, карьерой, должностью, официальными задачами и тем, как вас видят люди и общество. Полнолуние дает итог и может дать смену статуса. Может быть, вы получаете новую должность, вас повышают, вы переходите в другой отдел, подписываете какой-то важный контракт или, наоборот, принимаете решение уходить с работы и завершать старый этап. Может быть, статус в семье. Вы, к примеру, становитесь женой, мужем, дядей, тетей, у вас кто-то рождается в семье и меняется ваш статус. Или вы дедушкой, бабушкой становитесь и входите в новую роль. Может быть статус на бумаге, когда вы официально становитесь владельцем недвижимости, арендатором нового жилья, регистрируете бизнес, оформляете какой-то налоговый номер, важный документ через госструктуры. Полнолуние в Козероге может принести вам серьезные решения и новости, которые уже не вернешь назад. Месяц покажет, к какому результату вы пришли за последнее время и что стоит дальше строить в теме карьеры и общественного положения. 29 июня Меркурий разворачивается в ретроградное движение в вашем 4-м доме гороскопа. Сфера дома, семьи, место жительства, родителей, особенно мамы, и всех каких-то бытовых жилищных вопросов. Ретроградный Меркурий возвращает старые темы. Могут подниматься, опять же, может подниматься вопрос аренды, переезда, поиск квартиры, ремонт, может быть поломка чего-то дома. Нужно будет, не знаю, заменять бойлер, к примеру, мебель, сантехнику, может быть какие-то бытовые обновления, которые вы откладывали, нужно было что-то сделать, вы все время откладывали. Возможно, оформление или продление документа на место жительства, продление регистрации, прописки, подача или, может быть, будете переделывать какие-то бумаги, смена паспорта, справки из каких-то инстанций. Часто в этот период всплывают разговоры с семьей и родителями, может появиться необходимость поехать на родину или поехать в родной дом к родителям, навестить маму, принять участие в жизни родителей, помочь им в чем-то. Может быть, у них, к примеру, ремонт нужно будет помогать. В июне, в первой половине июля еще лучше не начинать крупные сделки с недвижимостью, не влезать в какой-то большой ремонт, не подписывать долгосрочные договора, если можно отложить, потому что это все может затянуться дольше, чем вы думаете, или может пойти не так, как вы планировали что-то. Зато очень хорошо доделывать незавершенные дела, разбираться с теми документами, бытовыми задачами, которые вы уже начинали раньше.
30 июня Юпитер переходит в знак Лев, в ваш 5-й дом гороскопа, и пробудет там до 26 июля 2027 года. Планета удачи, роста, расширения переходит в 5-й дом радости на целый год, Овны. И для вас это очень хороший транзит. 5-й дом связан с любовью, романами, творчеством, хобби, детьми, самовыражением. Юпитер в этой сфере даст вам возможности и расширение. Если вы одиноки в ближайший год, у многих из вас появится шанс познакомиться с человеком, с которым может начаться роман и серьезные отношения. Если вы уже находитесь в паре, период может принести вам больше радости, совместных приятных событий, ощущения, что ваши отношения как будто бы приобретают второй медовый месяц. Больше радости, больше ярких впечатлений вместе, путешествий много может быть. Для кого-то из вас Юпитер в 5-м доме станет годом творческого проекта, стартом личного бренда, запуском дела, где вы проявляете свои таланты и выходите к людям. Может быть, начало собственного бизнеса. Лев усиливает тему сцены, популярности, поэтому очень хорошее время, чтобы больше себя показывать, вести соцсети, выступать, заявлять о себе, набирать популярность. В теме детей Юпитер может принести вам новость о беременности, рождении ребенка, расширение вашей семьи, важные события в жизни уже существующих детей, если у вас есть дети, например, там поступление в университет, переезд у ребенка, если это взрослый ребенок, может быть участие в конкурсах, победы, соревнования, какие-то важные жизненные шаги. Для вас Овны Юпитер во Льве очень гармонично будет к вашему знаку, поэтому если вы будете действовать, брать инициативу в свои руки и идти в то, что вас вдохновляет, год с конца июня может дать вам очень много поводов для радости, гордости и за себя, и за своих близких. Я обязательно запишу отдельное видео про Юпитер. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Если не забуду, оставлю ссылку в описании под этим видео. В июле продолжается действие ретроградного Меркурия в 4-м доме до 23 июля. Он будет ретроградный. И весь фон месяца все еще про дом, семью, место жительства, документы на место жительства. Тема июня продолжает повторяться. Могут возвращаться вопросы аренды, переезда, ремонта, покупки, продажи жилья, оформления или продления регистрации, ВНЖ, любых бытовых и семейных дел. По ретроградному Меркурию можно продавать недвижимость, покупать нежелательно. Хорошее время доделывать то, что уже начали раньше, возвращаться к старым договоренностям, пересматривать условия, но не спешить с новыми крупными решениями по недвижимости и документам до разворота Меркурия. 7 июля Нептун в вашем 1-м доме гороскопа разворачивается в ретроградное движение и будет ретроградным до 13 декабря. С конца января он впервые вошел в ваш знак надолго и дав вам новые ощущения, новые мечты, духовные интересы, тягу к творчеству, к изменениям. Летом начинается пересмотр всего этого. Вы можете по-другому посмотреть на то, что начинали в начале года, увидеть или где вы, не знаю, были в розовых очках. Можете посмотреть по-другому на людей, на ситуации. Может быть, кто-то играл какую-то роль в вашей жизни, да. Сейчас маски будут слетать, вы будете видеть все, как выглядит реально ситуация. Вы можете выходить из роли спасателя, из роли жертвы, где вы соглашаетесь на то, что вам давно не подходит. Могут вернуться какие-то старые творческие проекты, духовные практики, медитации, интерес к эзотерике, психологии, астрологии, теме помощи другим. Хорошее время, чтобы вернуться к тому, что вы когда-то забросили, и довести это до ума, но уже без иллюзий. Важно не уходить от реальности в зависимости, в пустые мечты и какие-то странные связи, а честно смотреть на себя и свои желания. В середине июля Юпитер в Льве в вашем 5-м доме гороскопа будет делать напряженные аспекты к Плутону в Водолее и гармоничные аспекты к Нептуну в Овне, Урану в Близнецах. И в эти дни могут быть яркие события в теме личной жизни, в теме творчества, детей, личных проектов. Может начаться новый роман, знакомство, приглашение какое-то на мероприятие, флирт, шанс себя проявить. Если у вас есть дети, могут быть очень важные новости в их жизни. Какая-то победа, поездка, смена планов. Может появиться творческое предложение, участие в конкурсе, выход на новую аудиторию, предложение по проекту, коллаборации, рекламе, которые, может быть, вы давно хотели, но вам этого не предлагали. Или, может, вы кому-то писали, хотели, чтобы вас пригласили в проект, хотели сотрудничать, и сейчас может вам прийти ответ. В эти дни хорошо проявляться, пробовать новое в творчестве, в любви, но не ставить под риск репутацию и деньги, не ввязываться в сомнительные авантюры.
Будьте осторожны с новыми знакомствами, потому что до 23 июля Меркурий находится в ретро-движении. 23 июля он развернется в прямое движение в вашем 4-м доме гороскопа, и после этой даты станет легче решать вопросы с жильем, переездом, арендой недвижимости, документами на место жительства и семейными делами. Можно уже спокойно подписывать договора, оформлять бумаги, принимать решения по переезду, запускать ремонт, крупные покупки для дома, если вы этого ждали. 26 июля Сатурн в вашем 1-м доме гороскопа разворачивается в ретроградное движение. Вообще, конечно, июль такой месяц движовый, туда-сюда. Кто-то разворачивается прямое, кто-то в ретроградное движение, а месяц будет очень турбулентный. С февраля он учит вас взрослеть, брать ответственность за свою жизнь, режим, здоровье, за свои дела, за свои решения. Вот сейчас, с конца июля, начинается период пересмотра. Вы можете четко увидеть, какие решения себя окупают, где вы взяли на себя слишком много или согласились на лишнее. Хорошее время, чтобы брать какую-то лишнюю нагрузку, структурировать свой день, свои дела, заняться здоровьем, дисциплиной. Сатурн поможет вам укрепить себя, если вы готовы честно посмотреть на свои привычки, на свой выбор, посмотреть, что у вас лишнего в жизни, где вы не соблюдаете режим и дисциплину, где вы живете в хаосе. Тут по Сатурну будет пересмотр и могут быть задержки в каких-либо документах, связанных с вашей личностью. Может быть, вы дольше будете оформлять документы, к примеру, новый паспорт делаете на новую фамилию или, не знаю, новые документы на место жительства. Вот тут по ретро-Сатурну могут затягиваться решения и быть какие-то пересмотры. Может, нужно будет доносить бумаги, справки, что-то переделывать. Может все тянуться немножко дольше, чем вы это планировали. В этот же день лунные кармические узлы переходят на ось Лев Водолей и включают для вас 5 и 11 дом гороскопа до конца марта 2028 года. Начинается новый кармический период. Судьба будет менять ваше окружение, ваш круг общения, друзей и одновременно тему любви, детей, творчества, личных проектов. Старые компании могут постепенно уходить, появятся новые люди, свое сообщество, другая аудитория. Могут происходить какие-то важные события, связанные с детьми, беременность, рождение ребенка. Может быть перемены в судьбе ваших детей, а также перемены, связанные с творчеством и планами на будущее. Все, что касается радости жизни, самовыражения и людей вокруг вас, станет очень значимым на ближайшие годы. Конечно же, отдельно буду записывать гороскопы на каждый месяц, подробнее рассказывать, и отдельно запишу про ось Лев-Водолей, как прорабатывать эти кармические узлы, от чего к чему идти. 29 июля происходит полнолуние в Водолее, в вашем 11-м доме гороскопа. Дает итог в теме друзей, коллективов, сообществ, проектов с людьми и ваших дальнейших планов. Может завершаться дружба с кем-то, которая себя уже изжила, закончится участие в группе, в коллективе. Возможно, вы закроете какой-то проект, закончите, который вы делали вместе с кем-то. Будет результат публичной деятельности. Возможно, вы выйдете в эфир, выложите какой-то важный пост, выступление. Может быть, будет событие какое-то важное в вашей жизни или мероприятие. Полнолуние поможет понять, с кем вам дальше по пути, какие мечты остались в прошлом и какие планы вы хотите строить дальше. В конце месяца Солнце переходит в знак Лев и еще сильнее включает ваш 5-й дом удовольствия и радости жизни. Постепенно фокус смещается от домашних и внутренних процессов к теме любви, отдыха, детей, творчества и личных радостей. Если вы хотите планировать важные шаги по жилью, лучше делать это после 23 июля. Если хотите запускать творческие проекты, пробовать себя в новом формате, больше проявляться, знакомиться, уделять внимание детям и своим удовольствиям, то вторая половина июля и конец месяца будут уже для этого намного комфортнее. Июль такой же насыщенный, как февраль, 2 самых насыщенных месяца, но, по моему мнению, проигрываться это все будет в течение марта-апреля, то, что в феврале начнется, какие-то события конкретные. И то, что начнется в июле, я думаю, вы больше всего ощутите в августе или сентябре. В августе начинается очень важный этап, потому что открывается коридор затмений по оси любовь, дети, творчество, окружение, друзья и коллективы. 12 августа происходит солнечное затмение в знаке Льва в вашем 5-м доме гороскопа. Это не просто новолуние, это запуск нового длительного цикла в теме любви, детей, творчества и личной радости. Как проработать кармические узлы, от какого узла к какому идти, я расскажу в конце видео в итогах на 2026 год. Итак, у вас за эти 1,5 года
могут начаться новые отношения, завязаться роман, появиться человек, не просто отношения, это будут кармические отношения, с которыми все закрутится очень быстро. Если у вас есть партнер, то затмение может принести вам важные события в ваших отношениях, развитие событий, изменение статуса отношений. Может быть, вы начнете жить вместе, может, вы получите предложение руки и сердца, у вас будут какие-то совместные планы, решения о ребенке. Если вы давно думаете о беременности, этот период может дать вам новости или запустить цепочку событий в эту сторону. До 2028 года будут эти затмения, это ось. 5-й дом — это еще и творчество, сцена, самореализация. В августе у вас может родиться какая-то идея личного проекта, блога, курса, своего дела, хобби, которое вы захотите превратить в свою профессию, в свое дело, зарабатывать на этом. Затмение покажет, что вам пора жить не только обязанностями, а включать в свою жизнь радость, проявленность. Может появиться желание выступать, вести соцсети активнее, показывать свои таланты, выходить вообще из тени. Если у вас есть дети, это время судьбоносных событий в их жизни. Важные решения, перемены, которые меняют привычный уклад. Между 12 и 28 августа, коридор затмений, события могут развиваться волнами, могут резко меняться планы на отдых, планы по детям, отношениям, планы в вашем окружении. Важно наблюдать, что начинает закладываться само в коридор затмений. И я бы вам не советовала принимать каких-то судьбоносных, окончательных решений, потому что потом их будет практически невозможно отменить, эти решения. Не стоит все планировать жестко, прямо в коридоре затмений по минутам и цепляться за какие-то старые сценарии. Тут могут быть непредвиденные ситуации, изменения. Лучше оставить пространство для неожиданных, но нужных поворотов. А может, у кого-то из вас будет первое путешествие в какую-то страну или отдых какой-то классный. Вот в коридоре затмений хорошо отдыхать. Но учтите, что планы могут срываться и могут меняться, там, например, дата вылета, билет, отель, что-то может меняться, так что будьте к этому готовы. В коридор затмений энергия будет нестабильная. А 28 августа происходит лунное затмение в знаке Рыбы в вашем 12-м гороскопе. И это затмение закрывает ось Дева Рыбы, которая длились 1,5 года, закрывает старые истории, закрывает зависимости и все, что тянуло энергию у вас. Это может быть завершение периода изоляции. Возможно, вы были в декрете последние несколько лет. Это может сейчас завершиться. Завершение периода одиночества, проживание каких-то внутренних кризисов. Может быть, вы жили в эмиграции, сейчас вернетесь домой в следующем году, да? Может у вас закончится какая-то тайная связь, история, которой не все знали. Может завершиться длительное лечение, работа с психологом, завершение времени, не знаю, может, вы в больнице какие-то обследования проводили или лежали в больнице, санатории. И может это тоже завершится история. Может прийти осознание, что вы больше не хотите жить в состоянии жертвы, постоянно спасать других или тянуть на себе чужие проблемы. 12-й дом отвечает за то, что мы прячем сами от себя. И лунное затмение здесь поможет поставить точку в старых страхах, сценариях саморазрушения и зависимостях. Могут всплывать какие-то сны, знаки. Главное в этот период не уходить в зависимость, не знаю, алкоголь, у каждого своя зависимость, да? Бегство от реальности, самообман. Честно посмотреть, от чего пора отказаться, что нужно уже завершить, потому что 12-й дом — это завершение, и кого отпустить из своей жизни. Вот в августе заканчивается эта ось Дева Рыбы, и мы переходим в новую главу Лев Водолей. Самые поворотные точки этого года будут происходить, конечно же, в период затмений, то есть это будет весна и лето. В августе важно не принимать решения на эмоции в сами дни затмений, в коридор затмений, а наблюдать, какие двери открываются сами, какие возможности появляются. Если вы давно чувствуете, что хотите больше радости в жизни, любви, творчества, август начнет подтягивать нужные события и людей. Все это начнет включаться в ближайшие 1,5 года. Ваша задача идти навстречу этим изменениям, не цепляться за старое окружение, сценарии, которые давно себя исчерпали. В сентябре происходит полнолуние в вашем знаке Овны, в вашем 1-м доме гороскопа. В начале месяца вы можете почувствовать внутренний какой-то пик, потребность что-то для себя решить, прояснить. Полнолуние в 1-м доме дает ясность, кто вы и как вы хотите жить дальше. Может быть вопрос смены работы, разрыва или восстановления отношений, переезда, смены имиджа, изменения привычек и режима. Момент, когда вы можете сказать себе: все, я так больше не хочу, и сделать шаг в сторону нового. Важно не срываться на людей, не идти в открытый конфликт, если эмоции зашкаливают. Лучше спокойно осознать, что именно внутри созрело и где пришло время закрывать старый цикл. Полнолуние показывает завершение, может завершиться какая-то ситуация, история в вашей жизни, которая тянулась. Прийти, наконец-то, подтверждение или ответ
ответ по какому-то вопросу. Все, что касается лично вас, вашей личности. Возможно, вы ждали каких-то документов, которые касаются вас. Может, вы меняли фамилию, имя, еще что-то. Вот полнолуние в сентябре высветит ваше решение, которое вы принимали в 2026 году, к чему это привело и даст вам итог и кульминацию в многих решениях. 10 сентября Уран в знаке Близнецы в вашем третьем доме гороскопа развернется в ретроградное движение, будет ретроградным до 8 февраля 2027 года. Третий дом отвечает за поездки, дороги, учебу, общение, переписки, документы, технику, а также братьев, сестер, соседей и коллег, с которыми вы часто контактируете. По ретро-урану эти все сферы могут возвращаться и раскрываться неожиданно. Могут всплыть старые идеи по обучению, курсам, языкам, навыкам. Может, вы вернетесь к получению прав водительских, оформлению документов каких-то, проектов в интернете. Может быть, вы опять встретитесь с братом, с сестрой. Можете вернуться к тому, что когда-то начинали и забросили. Могут внезапно объявляться люди, с которыми вы давно не общались, бывшие коллеги, соседи, родственники. По Урану ретроградному могут быть отмены поездок, перенос билетов, изменение маршрутов, срыв планов или, наоборот, ситуация, когда вам срочно нужно сорваться и куда-то поехать. Уран и так непредсказуем, а в ретрофазе особенно. Поэтому в этот период нежелательно спонтанно покупать дорогую технику, автомобиль, подписывать какие-то важные договора, которые касаются транспорта, связи. Если можно подождать, то лучше сделать это позже, после того, как он развернется прямое движение. Лучше иметь запас по времени в дороге, быть внимательными за рулем, проверять билеты, документы, технику перед выходом из дома. Ретро-уран хорошо подходит, чтобы вернуться к учебе заброшенной, доработать какие-то проекты онлайн, пересмотреть формат общения с близкими, пересмотреть, с кем и о чем вы вообще делитесь, какую информацию вы получаете, как вы подпитываете вообще свой мозг информацией, потому что Уран в Близнецах любит не просто там желтую прессу, а он любит полезную информацию, он подпитывается полезной информацией какой-то, и не просто ее получать, а еще и делиться ею. По ретро-урану могут всплывать какие-то старые конфликты с родственниками, с братьями и сестрами, поэтому будьте осторожны в своих словах. Месяц подходит для того, чтобы пересмотреть свои планы, свое окружение, отказаться от лишних контактов, освободить время и силы для того, что действительно важно. В октябре начинается месяц возврата в прошлое и пересмотра отношений с людьми и финансами. С 3 октября Венера в вашем 7 доме гороскопа разворачивается в ретроградное движение и будет ретроградной до середины ноября. Напоминаю, что по ретро-Венере лучше не заключать брак, потому что в браке может быть мало понимания, взаимопонимания, любви и финансов. Венера отвечает не только за любовь, но и за деньги, комфорт, удовольствие и чувство гармонии. В 7 доме это все происходит через партнера, через супругов, клиентов, людей, с которыми вы в союзе. В октябре могут возвращаться бывшие партнеры, всплывать какие-то истории с бывшим мужем, например, вопросы алиментов, вопросы по ребенку, разделу имущества, по жилью. Могут вернуться люди, с которыми вы когда-то встречались, у вас были какие-то общие дела, истории. Что-то, может быть, если что-то было не до конца закрыто, эти люди могут вернуться в вашу жизнь, чтобы вы поставили точку. В действующих отношениях могут подниматься старые обиды, разговоры о деньгах, о том, кто сколько вкладывает, кто за что отвечает, кто за что платит, где вам не хватало внимания, уважения. Венера в ретроградном движении может дать ощущение, что меньше удовольствия в отношениях, меньше легкости, меньше комфорта, романтики. Вы как будто ясно видите, где вам неудобно. Если вы работаете с клиентами, может быть возврат каких-то старых клиентов, старые заказы, люди, с которыми вы уже сотрудничали раньше, новые клиенты могут идти не так активно, как обычно, или будут приходить по рекомендациям и, от ваших прошлых, например, клиентов или знакомых. Период не идеален для новых браков, подписания серьезных партнерских контрактов, крупных совместных вложений. Лучше не надо, тем более Венера — это планета и любви, и финансов. Не надо заключать ни брак, ни какие-то финансовые договоренности и соглашения, и тем более вложения, инвестиции какие-то делать. Но зато отлично подходит для того, чтобы разобраться в каких-то старых историях, отношениях, вернуть долги, проговорить то, что копилось давно, и навести порядок в отношениях. 24 октября Меркурий в вашем 8 доме гороскопа разворачивается в ретроградное движение и тянет за собой все темы общих финансов, ваших ресурсов, инвестиций, вопросы налогов, наследства и алиментов. Снова включаются какие-то вопросы по кредитам, выплатам, страховкам.
Могут всплывать какие-то старые счета, забытые платежи, банковские ошибки, возвраты денег, перерасчеты. У многих из вас в этом месяце будет много вопросов с общими финансами, да. Может быть такое, что у вашего мужа какие-то перемены или у вашей жены в финансах, и это коснется вашего общего бюджета. Может быть, ваш партнер потеряет работу, и вам придется какое-то время, да, обеспечивать семью. Может быть такое, что, к примеру, придет какой-то счет, штраф неоплаченный. Могут подниматься, опять же, пересматриваться алименты, содержание ребенка, компенсации, совместное имущество, оформление бумаг на собственность. Все это будет активно обсуждаться и пересматриваться. В отношениях вторая половина октября поднимает тему доверия и взаимной ответственности. Очень хорошо перепроверять все цифры и документы и не брать на себя новые крупные финансовые обязательства до разворота Меркурия в ноябре, если это возможно. Классно по 8-му дому отдавать долги, закрывать какие-то истории, доделывать, пересматривать, оплачивать, закрывать кредиты. Это можно. 25 октября происходит полнолуние в знаке Телец в вашем втором доме гороскопа. Тут уже конкретные финансовые итоги. Может прийти крупная сумма денег, премия, гонорар, возврат долга, оплата за старую работу или за то, что вы давно уже сделали. Может, наоборот, закроется какой-то источник дохода, и вы поймете, что в таком формате дальше работать не хотите. Возможно, вы уйдете с работы и придется по 8-му дому зависеть какое-то время от финансов мужа, от финансов жены, от каких-то выплат. Вообще в сочетании с ретро-Венерой в 7-м доме и ретро-Меркурием в 8-м доме октябрь будет работать как большой пересмотр схемы ваших доходов, финансов и отношений. Кто сколько вкладывает, кто за что отвечает, где вы тянете на себе многое и что, в чем пора менять правила. Октябрь для вас месяц возврата старых людей, старых тем. Могут всплывать бывшие отношения, незакрытые вопросы по ребенку, алиментам, имуществу, старые какие-то клиенты, старые финансовые незавершенные дела. Важно не бояться поднимать эти темы, проговаривать и ставить точки в вопросах, которые касаются бюджета. Если вы честно разберете все, что тянется из прошлого, то дальше будет намного легче выстраивать отношения, выстраивать финансовые договоренности, по-другому вообще выстраивать свою жизнь. У кого-то из вас по 7-му дому могут возвращаться какие-то судебные дела, процессы. Может быть, это связано с наследством, с разделом имущества, а может быть, связано со страховыми выплатами. В общем, какие-то судебные процессы могут возобновляться по ретро-Меркурию, по ретро-Венере в 7-м доме гороскопа и ретро-Меркурию в 8-м доме гороскопа. Итак, ноябрь начинается с того, что Юпитер в вашем 5-м доме гороскопа 11 ноября будет делать оппозицию к восходящему узлу, который идет по вашему 11-му дому гороскопа. Это может дать конфликт или какое-то противостояние между тем, что вы хотите, и тем, что ждут вообще от вас окружение, ваши друзья, коллектив или даже ваш партнер. Может быть ситуация, когда ваш партнер не принимает кого-то из вашего окружения или наоборот, к примеру, ваш друг, ваша подруга не принимает ваши отношения. Вы можете поссориться с подругой, с коллегой, с другом, поспорить, я не знаю, например, насчет воспитания ребенка или из-за вашего какого-то личного проекта, творчества, хобби, или из-за личной жизни, планов на будущее. Аспект, который заставляет выбирать, с кем вы идете дальше, с кем ваши дороги расходятся. Никаких нейтральных отношений сохранить не получится. Дальше, 13 ноября, Меркурий разворачивается в прямое движение в вашем 8-м доме гороскопа. С этого дня начнут проясняться вопросы, связанные с общими финансами, выплатами, кредитами, страховками, алиментами, наследством и любыми чужими деньгами. Если вы ждали перевода какого-то документа, решения банка, суда, начиная с 13 ноября, вы уже увидите продвижение вперед и результат. Многие из вас наконец-то узнают итог старой финансовой истории, может быть, наконец-то получите компенсацию, там, к примеру, у вас был больничный, и вам страховка должна выплатить медицинское что-то, или страховка на автомобиль должна вам выплату, то это все может проясниться после 13 ноября. У вашего партнера могут появиться какие-то тоже финансовые новости, которые повлияют на вас. Следующий важный разворот происходит 14 ноября, когда Венера пойдет в прямое движение в вашем 7-м доме гороскопа. Тут уже вы выдохнете, отношения перестанут идти какими-то напряженными шагами. Если в октябре партнер пропадал, появлялся, были ссоры, качели, паузы, старые истории всплывали, обиды, вот теперь с 14 ноября все начнет проясняться, вы поймете, куда движутся вообще ваши отношения, как они развиваются. Для кого-то это будет примирение, честный разговор, для кого-то это будет последняя точка и решение разойтись. Венера — это не только про любовь, это деньги, комфорт, люди, с которыми вы взаимодействуете, Венера в 7-м доме.
Поэтому может быть примирение, не обязательно только там с мужем или с женой, примирение с каким-то человеком важным для вас, который играет какую-то роль в вашей жизни. Также в ноябре происходит полнолуние в вашем 3-м доме гороскопа, и оно может высветить тему документов, общения, братьев, сестер, транспорта, обучения. Вы можете завершить какой-то курс, к примеру, получить диплом, сертификат, повышение квалификации, можете оформить бумаги, получить визу, важное письмо, разрешение какое-то, результат экзамена, курса. Возможно, наконец-то подадите важные документы, решите вопрос с паспортом, с какими-то важными документами, которые касаются вашей личности. Могут быть новости от брата или сестры, которые потребуют вашего внимания или участия в их жизни. Полнолуние часто дает завершение какой-то ситуации, и вы можете закрыть тему, которая относится к 3-му дому гороскопа. Возможно, будет поездка куда-то, но поездка недалеко в другой город, соседний город куда-то, может быть, к вам кто-то приедет из родственников. Что-то тут завершится. Может быть, вы продадите машину по 3-му дому, приобретете новую машину, оформите страховку. 29 ноября еще Уран будет делать благоприятный аспект Плутону, и это касается вашего 3-го, 11-го домов гороскопа. В конце месяца может прийти неожиданное предложение, идея или какая-то возможность, которая резко поменяет ваши планы на будущее. Может быть, какой-то проект, приглашение, новый коллектив, сотрудничество, знакомство через соцсети или поездку, какая-то классная возможность. Появится человек, который станет важным. У кого-то из вас Овны всплывет тема переезда в другой город, другой район, может быть, даже в другую страну. Просто пока что будете оформлять какие-то мелкие бумаги, визы открывать. Пока что это может быть в виде идеи, которая внезапно как-то щелкнет у вас в голове, или кто-то вам что-то предложит. Конечно, ноябрь нелегкий, ретро-планеты, но он очень будет продуктивным, заставит вас навести порядок в отношениях, финансовых документах и в вашем окружении. В декабре происходит полнолуние в знаке Рака в вашем 4-м доме гороскопа, которое происходило в январе в начале года. Это касается сферы семьи, дома, места жительства, родителей и всех вопросов, которые связаны с вашей базой, с вашим фундаментом, с вашими документами на место жительства. Полнолуние приносит итог, ясность и завершение в этих темах, которые тянулись последние. Я даже не сказала бы, что последние месяцы. Наверное, с начала года у вас эта тема. Наконец-то вы можете решить вопрос с переездом, осуществить его, съехать куда-то, может быть, съехать от родителей или съехаться жить вместе, выехать в другой город, переехать, сменить жилье, может быть, даже не один раз в этом году, поменять район, страну. Возможно, вы получите подтверждение документов на ВНЖ, ПМЖ, разрешение на выезд. Может быть, придет официальный ответ, который вы давно ждали. Для кого-то из вас это завершение, к примеру, договора на аренду, поиск нового жилья, подписание договора или финальная точка в длительном каком-то вопросе недвижимости. Может, наконец-то продадите недвижимость, или, возможно, в январе вы продали одну недвижимость, в декабре купите другую. Но тут будут в 2026 году яркие события в теме места жительства. Я думаю, многие из вас Овны будут переезжать. 4-й дом, может быть, это еще какие-то события, связанные с вашей родиной, страной, где вы жили, может быть, тоже, либо с вашей мамой. 4-й дом еще может проявиться как семейные. Через семейные события может быть важная информация от родителей, решение какого-то старого конфликта, вопроса семейного, или наоборот, понимание, что пора менять формат общения с родными. У кого-то из вас Овны полнолуние принесет семейные решения, связанные с браком или разводом. Может, наконец-то официально придет вам подтверждение развода, бумага по разводу. Может быть, вы завершаете тяжелую фазу отношений, кто-то, наоборот, может получить предложение руки и сердца, может быть, вы выходите замуж, женитесь, официально оформляете свои отношения, статус, получаете свидетельство о браке, начинаете жить вместе. Полнолуние покажет, куда вы пришли в теме дома и семьи за весь 2026 год, и какие перемены тут будут. Вообще, к чему привели ваши решения в 2026 году, проявятся в декабре. 10 декабря Сатурн разворачивается в прямое движение в вашем 1-м доме гороскопа. С июня по декабрь он был ретроградным, мог давать ощущение, что идет какой-то период задержек, медленное продвижение, сомнения в себе, может быть, больше нагрузки, вопросы, которые никак не могли решиться. Все, что касалось вашей личности, документов, которые вы подавали, может быть, была попытка сменить работу,
имидж, страну, привычный вообще какой-то уклад жизни. Все это могло идти медленно и с задержками. Сейчас с разворотом Сатурна в конце года многое начнет выстраиваться и проясняться. Там, где вы уперлись в стену, появится движение вперед. Если вы подавали документы по смене фамилии, к примеру, гражданства, паспорта, обучения, может, проходили какое-то, или что-то, что касается любой официальной темы, госструктур, вот теперь эти вопросы начнут продвигаться. Если вы долго откладывали серьезные решения, декабрь покажет, что время пришло. Я не знаю, может, вы какие-то документы подавали на, к примеру, собственность, там, то, что касается лично вас. К примеру, вы хотели там сделать прописку в каком-то доме, квартире, или решить семейные вопросы с наследством, да, вступить в право наследства. Это все могло тянуться с июня, и сейчас в декабре будет какое-то решение по этим вопросам. Тем более, что полнолуние в 4 доме высветит, да, к чему вы пришли. Сатурн в 1 доме дает четкое понимание, куда вы идете, какую ответственность вы теперь несете. С 25 декабря Меркурий наконец-то разворачивается, идет в прямое движение и завершает пересмотр темы 4 дома, который шел с ноября. Если в ноябре и первой половине декабря всплывали какие-то старые семейные разговоры, бытовые дела, оформление документов на жилье, вопрос аренды, вопрос собственности, переезда, поездки к родителям, то в конце декабря все это прояснится. Может, мама к вам приедет погостить на какое-то время, или вы к ней. Вот с 25 декабря уже можно принимать окончательные решения, подписывать документы, к примеру, на недвижимость, покупать, переезжать, делать какие-то крупные шаги. Наконец-то появится ясность, куда вы хотите двигаться дальше в теме дома. Хотя, может быть, по ретро-меркурию вы будете переезжать, это ж, возможно, не первый ваш переезд, да, и какая-то история будет повторяться. Декабрь завершает этот год. Полнолуние в 4 доме высвечивает, куда вы пришли в теме семьи, места жительства, недвижимости, где вообще ваш дом. Сатурн в прямом движении покажет, на что вы готовы, на какие серьезные шаги и перемены в вашей жизни, какой новый этап хотите начать. И Меркурий даст вам возможность договориться, расставить все точки и закрыть старые вопросы. Для многих из вас Овны декабрь станет месяцем, когда вы поймете, что прошлый год подготовил почву, и теперь вы готовы окончательно перестраивать свою жизнь. До лета 2026 года у вас работает ось Девы Рыбы, восходящий узел в Рыбах, нисходящий в Деве. Это движение от Девы к Рыбам. Вам нужно уходить от жизни в режиме вечных обязанностей, от сценария, когда вы тащите всю работу, весь быт, весь дом, всех родственников и клиентов на себе, от постоянного контроля, перфекционизма, самокритики, когда все должно быть идеально, от привычки жертвовать здоровьем, своими желаниями, своим сном, ради того, чтобы все были довольны, от работы, которая выжимает вас без благодарности. Что нужно делать, чтобы проработать узлы? Вам нужно разгружать себя, закрывать старые долги по работе и быту, увольняться, менять формат работы, если работа разрушает ваше здоровье, переставать вытаскивать всех за свой счет, учиться делегировать, просить помощь, распределять обязанности в семье, заниматься своим здоровьем, проходить обследования, налаживать режим сна и питания, давать себе отдых, отпуск, паузы. Важно отпускать токсичные обязанности, отказываться от роли жертвы и от сценария, когда вы все время должны. Восходящий узел в Рыбах просит больше доверия, больше тишины, больше работы с психикой, с духовными практиками, уединения, творчества и времени на себя. Чем меньше вы рвете себе нервы, ломаете себя ради работы и быта, тем мягче проживайте этот период до лета 2026 года. После июля 2026 года узлы переходят на ось Лев Водолей. Восходящий узел будет в Водолее, нисходящий во Льве. И для вас это движение от Льва к Водолею, от 5 дома к 11. От чего нужно уходить? От жизни только ради детей, если вы полностью растворились в ребенке, полностью отдаете ему свое время, и у вас больше нет сил ни на свои желания, ни на свою жизнь, ни на свои цели, на свое развитие, а сценария, когда вы живете только ребенком, только драмой, только отношениями, и все время нужны вам эмоции, от ощущения, что вы центр вселенной, все должно крутиться вокруг вас, ваших желаний, ваших обид, от привычки устраивать сцены, проверять людей на любовь, устраивать качели в отношениях, от замыкания только на своем маленьком круге: семья, дети, партнер и никакого движения в общество. А к чему нужно идти?
чтобы проработать узлы по Водолею 1,5 года до 2028. Вам нужно выходить в люди, идти в коллективы, группы по интересам, профессиональные сообщества, онлайн, офлайн, устраиваться на работу или в проекты, где есть команда, больше общаться, знакомиться, строить дружбу, полезные связи, подписываться на какие-то группы, где вы учитесь, развиваетесь, участвуйте в каких-то общих делах, не боитесь быть частью коллектива, ставить себе новые цели, мечты, не только про любовь и детей, а про будущее, про развитие, про то, кем вы хотите стать, кто вы вообще без, к примеру, семьи и ребенка, вы вообще существуете как личность или нет. Работать не только ради признания и аплодисментов, а ради результата и пользы. Чем активнее будете выходить из домашнего круга драма, дети, роман и входить в мир людей, команд, друзей и проектов, тем легче отработать кармические узлы в Водолее. В 2026 году ваша жизнь будет меняться на всех уровнях. Прежняя она уже не будет, как бы вы ни хотели, отсидеться у вас не получится. И просто цепляться за старое, не видеть никаких возможностей, ничего не менять в своей жизни, этого не будет. Если вы сами не будете двигаться навстречу этим переменам, то жизнь все равно вас заставит, и это будет болезней. Поэтому сами меняйтесь, сами расширяйте свой кругозор, сами развивайтесь. У многих из вас в этом году будут и переезд, создание семьи, может быть развод, рождение ребенка, смена работы, смена страны, новые проекты. У кого-то может быть все вместе. Сатурн и Нептун в первом доме заложат фундамент на ближайшие 30 лет, а кармические узлы до лета будут просить завершить жизнь в режиме выживания, выгорания. После лета вывести вас в новый круг людей и новое будущее. Чтобы прожить этот год правильно, вам нужно перестать тащить все на себе, позаботиться о здоровье, нервной системе, начать высыпаться, снижать уровень стресса, отпускать старую работу, устаревшие роли и идти в новые коллективы, выходить в люди, учиться, развиваться, проявляться, не бояться менять свое окружение, не цепляться за то, что давно уже себя отжило. Тогда перемены будут мощными, но осмысленными. И через несколько лет вы сами скажете себе спасибо, когда Сатурн выйдет из вашего первого дома, за те решения, которые вы приняли в 2026 году. Благодарю вас за просмотр, за поддержку. Пишите в комментариях, что вам принес 2025 год, какие истории вы завершили по Сатурну в 12 доме гороскопа, какие планы у вас на 2026 год. А может быть, вы уже обучаетесь, будете менять профессию, может, вы уже готовитесь к переезду. Пишите, делитесь в комментариях и жду от вас обратной связи, как вам прогноз на 2026 год. Желаю вам счастливого и удачного года, дорогие овны!